Сам по себе проезд до Москвы теперь дело нехитрое. Главное не пропустить выход на Москву. Его построили совсем рядом с развилкой на аэропорт. И первое время многие знакомые улетали на платную трассу. Следующий разворот 40 километров, пилили туда и сюда. Опаздывали на самолет. Мы не можем себе позволить разворот в 40 километров. О, нам сюда заговорился, чуть не пропустил. Вот была бы потеха. Сколько стоит проехать в итоге? Всего стоит проехать в выходной день 1640. Это по транспондеру или? Это по транспондерам, которые недружественные Т-пас. А сколько всего стоит проезд из конца в конец? Цены варьируются в зависимости от того, ехать в выходной или будний день, и ехать по Т-пасу или просто по любому другому транспондеру или платить наличными. Итак, получается, что мы сегодня заплатим 1640 за наш проезд в одну сторону. Могли бы заплатить 1174, но такого транспондера Т-пас у нас нет, у нас транспондер петербургский, так что будем платить полный тариф. Вот мы подъезжаем к пункту оплаты с желтыми шильдиками. Это те окошечки, где можно платить наличными и, наверное, карточкой кредитной. А нам зеленое окошечко скоростного оформления. Сейчас будет пипи. Даже пипи не было. Вот наш транспондер. Вообще он для внутренней нашей платной магистрали. Но, видимо, есть какое-то соглашение о взаимном признании средств оплаты. И с этим транспондером, с дисконтом, надеюсь, мы проедем до конца пути. Вот меня спрашивают, как состояние, как ехать по платной трассе. Покрытие отличное. Дорога освещена почти на всем протяжении. Единственное, что скучновато. Сел в руль и пилишь по прямой. Здесь хоть сосновый лес, а так по большей части какие-то смешанные, безрадостные. Я бы сравнил это с катером. Вот, ехать по реке и по морю или озеру. Река требует постоянной концентрации, держать фарватер, расходиться с встречными судами, но как-то живенько. А по Ладожскому озеру встал, поставил на автопилот и часами пилишь волны. Так и здесь платная трасса. Встал на нее и 6 часов. Одно и то же, одно и то же. Большинство машин едет в спокойном темпе, практически в скоростном режиме. Вот 110, как разрешено, мы держим последние километров 10, наверное, минут 5. И никто нас за это время не опередил. Ну вот, спрашивают про скоростной режим на трассе. В Ленинградской области 110, дальше 130 километров ограничения, но камер на платных участках нет. Очень много камер и на полосу, и на скорость в обходе Твери, и на платном участке в районе Шереметьево есть пара камер. В то же время есть лихачи, которые гонят 160, даже 200, но таких на дороге единицы. Нужны скорости, нам нужны технологии. Не спеша мы едем, а народ вырвался из пробки на оперативный простор и поливает. Доверюсь автопилоту, он едет намного аккуратнее, чем я. Время от времени он просит подергать рулевое колесо, чтобы, в
убедиться, что я не заснул. А так вот голубенькие стрелочки, значит, что он видит разметку. Подергайте, говорит, колесо. А впереди, как вы видите, фура. Выставил себе до нее дистанцию. Эту дистанцию я могу менять, приближать, удалять. Вот так мы не спеша и движемся. Самое хорошее применение для режима автопилота — это тащиться по пробке. Можно с учетом соблюдения правил дорожного движения, конечно, более свободно себя чувствовать. Машина держит дистанцию и едет по своей полосе. Я выяснила, что для того, чтобы машина сама перестраивалась из одного ряда в другой, скорость должна быть хотя бы на 5 километров ниже, чем ограничение. То есть, если ограничение 110, скорость должна быть 105. На 110 она не поворачивает. Не перестраивается. Не перестраивается, да. Вот так на трассе выглядят зоны отдыха. Вот такие зоны отдыха обустроены на трассе, говорят, каждые 20 километров. На платных участках трассы не так много мест, где можно перекусить. От Москвы до Твери мы вообще не видели ни одного кафе. Между Петербургом и Тверью есть большая сервисная плаза в районе Валдая и несколько кафешек недалеко от перехода на обычную дорогу. Мы заезжали в небольшую кафешку сети М-Гриль Кафе, и пельмени там были посредственными. В описании к видео мы выложим легенду трассы, карты, схемы, на которых отмечены места для остановки. Все они оборудованы туалетами, на некоторых имеются заправки, схемы развязок. И на трассе работает служба аварийных комиссаров. Ей пришлось воспользоваться нашему соседу по зарядке в Валдае, когда у него кончилась батарейка. В общем, я понял, что проще заказать автовоз был. Ага. Ближайшее ответвление бесплатное эвакуатор, дальше за день. Дальше 60 рублей километр. 3000 подача, 60 рублей километр. Во. Узким местом на старой дороге был Вышний Волочок. Здесь светофоры, проезд через город по узким улицам, стояли фуры, дорога сужалась. Новая трасса идет в объезд. Это историческое место, название Волочок от слова «волок». Здесь всего несколько километров разделяют бассейны Балтийского моря, Волхова, Ладожского озера и бассейн реки Волги с доступом в Каспийское море. Здесь проходили древние торговые пути. На картине Рериха изображено, как волоком старинные торговые суда перетаскивали через полоску суши. Вот карта старинного торгового пути. Вышний Волочок между Волгой и рекой Мстой. Дальше сплав по Волге, мимо государству Булгар, которые потом в период переселения народов переместились на Черное море. И далее вниз по Волге до Каспийского моря, путь торговый на Персию и в Индию. Великий реформатор Петр I распорядился здесь построить водный путь, систему шлюзов. Занимались этим в начале 18 века, первые годы царствования Петра I, примерно когда был построен Петербург. Иностранные инженеры, но результат их трудов был не так хорош. Канал был построен плохо, работал с перебоями в маловодье. Расцвет этого пути связан с именем человека с интересной судьбой Михаилом Ивановичем Сердюковым. Родился он в бурятском, монгольском кочевом роде и в возрасте 13 лет был взят в плен русскими казаками. Те отвезли его в город Енисейск, где его московский приказчик выкупил, как говорят источники, за 10 рублей. Попав в Москву, Сердюков умом своим, трудолюбием, смекалкой снискал к себе уважение, и Петр I распорядился отпустить его на волю и даже записать в новгородское купечество. Так вот,
дважды в 1718 и 19 году Сердюков бил челом Петру Первому с просьбой его на собственные средства разрешить реконструировать построенный иностранцами и заброшенный водный путь, систему шлюзов. Вторая просьба была удовлетворена, вызвал Сердюкова Петр I в Петербург, дал добро отремонтировать канал, подарил ему книгу французского гидротехника Бойе о способах, творящих водохождение рек свободное. Хоть Сердюков и не был русским по национальности, не был инженером по образованию, в рамках вот этой своей концессии, как сказать по-современному, он проявил знание, недюжинную смекалку. Водный путь действительно заработал уже в полную силу в 1722 году, и Сердюкову было разрешено брать за проезд платная магистраль своего времени по 10 денег с сажени судна, с плотов с кладью по 3 алтына, с лодки большой 10 денег, малый 7 денег. Система эта существует и по сей день, не используется уже для судоходства, но вы видите ее на изображении. Интересно, вот это лед такой или это полили антигололед? Видишь, как-то блестит. Да. Вот движемся по новой магистрали. Транспорта почти нет попутного от этого. Движемся с постоянной скоростью на круиз-контроле. Методом пробных замеров выяснили вот что. Расход на скорости 120 у нас примерно 270 Вт на километр. Это он грубо соответствует тому, что ты имеешь на обычной дороге, шоссе, где в населенных пунктах снижаешь скорость